Здравствуйте, друзья! Вы на моем канале Братья Р-Стройка, и сегодня я вам представляю видеообзор. Самодельный переносной фрезерный стол. Его изготовил самостоятельно, не обращаясь к интернету, а исходя из личных требований к обрабатываемым деталям. Стол состоит из трех основных узлов. Это непосредственно столешница из ЛДСП 16 мм, в которую встроен фрезер, потом параллельный упор и третье — съемные стальные ноги, которые придают нашему изделию мобильность. Основной задачей при создании фрезерного стола было приблизить сам фрезер как можно ближе к краю стола. Для этого и стальную рамку для стола мы варим пошире, отступая 5-10 мм от края деревяшки. Далее в верхнюю поверхность стола зафрезеровывается ровная металлическая пластина толщиной 3-4 мм. Площадь этой пластины должна на 30-50% превышать площадь самого фрезера. Глубина такова, чтобы пластина не торчала из плоскости стола. Далее в подготовленной поверхности снизу по площади площадки фрезерные размечаем монтажное отверстие, чуть-чуть в плюс, чтобы фрезер свободно у нас туда стал. Далее уже прикручиваем пластину и размечаем монтажное отверстие для крепления фрезера, а также рабочую зону для фрезы, которая должна превышать площадь отверстия в самой фрезерной подошве, для того, чтобы мы могли спокойно извлечь фрезер, а также для того, чтобы фреза какая-то установленная в фрезер не цепляла у нас за края металлической пластины, и сделать побольше отверстия. Далее все торчащие болтики, винтики, гаечки, все зашлифовываем, чтобы поверхность была у нас ровненькая. Далее в поверхности стола фрезеруем два сквозных параллельных друг другу паза, которые позволят нам передвигать параллельный упор вплоть до фрезы. Задний край этих пазов должен доходить до стального каркаса. В этой области засверливаем 2-3 отверстия для того, чтобы разместить параллельный упор уже с этой стороны от фрезы. Вот так. Фрезерный стол, вид снизу. Основание фрезерного стола сварено из стальной профильной трубы сечением 20 на 20. В этой конструкции не хватает лишь съемного поперечного ригеля, который придаст нашему изделию устойчивость. Основание для ног я использовал дюймовую трубу. В ней методом подбора я определил, что люфт будет минимальный. Чтобы совпадала со сверловка, каждую ногу я пометил болгарочкой. У каждой ноги свое место. Один нюанс. При сварке основания каркаса должна использоваться идеально ровная поверхность, чтобы далее при монтаже столешницы на каркас ее не повело, и мы могли получить идеальный прямой угол между фрезой и столешницей. Чтобы избежать попадания пыли в двигатель фрезера, на нижнюю поверхность я закрепил старенький патрубок от пылесоса и направил его в рабочую зону. Методом подбора трубок и всевозможных переходников подключаем сюда пылесос, стружкоотсос, циклон, у кого чего найдется. Далее подключение. Подключение осуществляем через вот эту розетку двойную, которая прерывается вот этим выключателем. Включая его, включаем сразу и фрезер, и подключенный сюда, опять же, средство для пылеудаления. Требования к параллельному упору. Сопрягаемые с движущимися деталями поверхности, вот это и вот эта задняя вертикальная, должны быть идеально ровными, для того, чтобы мы могли получить идеально фрезерованный торец детали при соблюдении параллельности сторон. Вертикальная часть, задняя, должна иметь идеальный прямой угол с плоскостью стола.
Это нам нужно для того, чтобы пропускать с этой стороны заготовки либо вертикально, либо заготовки увеличенной высоты. В нижней плашке нашего упора фрезерованы сквозные пазы с межцентровым расстоянием таким же, как в столе. Вот. Это нам необходимо для того, чтобы мы могли свесить наш параллельный упор за плоскость нашего стола. Тем самым получаем больший размер обрабатываемых деталей. И при скромной ширине 600 мм моего стола я могу на нем обрабатывать детали до 420 мм. Далее подготавливаем в параллельном упоре рабочую зону для фрезы. Соблюдаем высоту вот в задней вертикальной плашке, а также в нижней плашке диаметр фрезы. У каждого оснастка может быть использоваться разных диаметров. На поверхность фрезерного стола нанесены 4 ориентационные линии, которые нам необходимы для правильной настройки параллельного упора. Первая базовая линия, она у нас параллельно краю нашего стола и находится на определенном расстоянии от режущей кромки фрезы. И 3 линии перпендикулярные ей. 2 по краям стола, необходимые для настройки краев параллельного упора. И 3-я проходит через ось фрезы. Она нам необходима для того, чтобы получить так называемый шаблонный размер. Доводя 0 линейки до края режущей кромки фрезы, получаем размер до базовой линии, так называемый шаблонный. И для этой фрезы он равен 36 мм. Таким образом, для того, чтобы получить заготовку, например, 236 мм, 36 мм у нас здесь, и 200 отступаем от базовой линии по краям и выставляем параллельный упор. Для ускорения выставки и настройки фрезерного стола, если есть время, можно зафрезеровать по краю стола 2 металлические линейки по краям. 0 линейки должен совпадать с базовой линией. При замене фрез для каждой фрезы шаблонный размер будет изменяться. У данного фрезерного стола 2 основных режима работы. При нахождении параллельного упора в этой области стола и использовании торцевой фрезы мы получаем идеальный фугованный торец детали при параллельности сторон. Вот. При нахождении параллельного упора с этой стороны от фрезы и используя всевозможные фальцевые, пазовые, профильные фрезы, получаем профильный срез детали с одинаковой глубиной рисунка. И деталь можем располагать вот так, получать всевозможные пазы и четверти, возможно и вот так.